В этом видео я собрала абсолютно все способы закрашивания седины. Как правильно закрасить седину? Что делать, если краска не закрашивает волосы? Какой оксид использовать с краской? Если у вас локальная седина? А если у вас рассеянная седина? Если ближе к стопроцентной седине? Как же выйти в свою седину? Какими цветами краски можно украсить седину? Обо всем этом по порядку. И еще небольшое объявление для вас. Я теперь стараюсь видео выпускать чаще. Но самое главное, что на вопросы оперативно я отвечаю первый час после выхода нового видео. Поэтому следите за выходом, чтобы задать свои актуальные вопросы. И даже если тема видео не относится к теме вашего вопроса, можете спокойно задавать свои вопросы, я все равно на них отвечу. Hi everyone, с вами Ева Лорман, я автор и ведущая этого канала, который посвящен красоте. Итак, let's go, друзья! У меня много видео на тему седины, и в этом видео я решила собрать все ключевые вопросы касаемо окрашивания седины. Первая проблема с окрашиванием седины – краска не может закрасить седые волосы. Почему? Кутикула как кора жесткая и не дает краске проникнуть в глубину волоса. Что делать? Использовать высокий оксид, не ниже 6%. Но это работает далеко не у всех. Есть выход – мардансаж. Красивое старое слово и метод. У кого иностранная языковая фобия, для вас это слово протравка. И да, канал растет, и все чаще ко мне стали заходить учителя русского языка, которые пишут мне столько иностранных слов. Откуда это слово мардансаж? Оттуда же, откуда и слово парашют. Вообще парикмахерское искусство, оно наполовину состоит из английских, французских, итальянских названий. Это надо принять как есть. Это не я придумала и не сегодняшнего дня это изобретение. Эти слова уже давным-давно в обиходе. То, что вы с ними не знакомы, это не говорит о том, что они вдруг стали нерусскими. Парикмахерское искусство – это международное искусство. Оно объединяет страны, и в этом его прелесть. Для чего делается мардансаж? Для разрыхления чешуек волоса. Я показывала уже на себе, как это делается, но еще раз объясню. Делается это так. Перед окрашиванием наносится просто оксид без краски на седину. Если это локальная седина, то наносим только на эти участки. Если это рассеянная седина, то наносим на все волосы. Какой оксид выбрать? 3% или 6%. Надо тестить. В зависимости от качества вашей седины и нужен оксид. Мой совет всегда: начинайте с минимума. Возьмите 3% оксид и 6%, протестируйте и тот, и тот. После этого нужно эти места нагреть феном, горячим воздухом. Греть примерно 10, 15, 20 минут. Время тоже можно протестить. Оксид полностью не высохнет, но немного подсохнет. И уже поверх этого наносим краску, смотрим, что для этого нам понадобится. 3% оксид. Если у вас стекловидная седина такая неубиваемая, тогда надо использовать 6% оксид. Оксид — это такая белая штучка, которая смешивается с краской. Оксид наносится на те зоны, где есть седина. Если локальная седина, как у меня, например, то я буду наносить только на седину в конкретных местах. Если у кого седина повсеместно по голове, то значит наносите оксид на все места, где есть седина, то есть на все корни. Мне понадобится примерно грамм 10. Вот она, эта белая субстанция. И я наношу ее просто на корни. Именно в те места, где есть седина. Все очень просто. Берем фен, включаем его на горячий режим и просто греем это место. Если у вас везде седина, значит одеваем какую-нибудь шапочку или пакет на голову и греем пакет. Эта процедура может занимать тоже у всех разное время. Можно и в течение 5 минут погреть, а кому-то необходимо будет погреть и 20 минут. Да, волосы становятся полусухими, но они никогда не высохнут до конца. У меня прошло 5 минут, и сейчас я буду разводить краску. Как видите, все очень просто. Но есть и второй вариант. Можно после прогрева вымыть голову и высушить опять же горячим воздухом, и уже после этого наносить
краску с оксидом. Оба эти варианта рабочие, но второй отличается тем, что краска с оксидом в итоге разводится в нужной пропорции 1 к 1. А в первом варианте оксида получается немного больше. Особенно это будет спорным вопросом для тех, кто красится в темные цвета. В общем, можно потестить. В первом случае, если вы видите, что после прогрева фена оксида осталось еще достаточно много, то его можно промокнуть салфетками или полотенцем. Второй вопрос. Какой оксид использовать после мардансажа с краской? Есть мнение, что седину нужно закрашивать на 6% оксиде, иначе краска не возьмется. Так и есть практически, но мардансажем мы уже сделали эту процедуру. Мы уже разрыхлили чешуйки волоса, они уже не так сопротивляются. Поэтому после мардансажа можно брать и 3% оксид с краской. Опять же, нужно тестить, потому что все волосы разные и работать с ними также нужно по-разному. Но вот именно этот метод очень актуален для тех, кто закрашивает седину в темные цвета, потому что все мы прекрасно знаем, что темные цвета на высоких оксидах, шестерка она хоть и средняя, но все равно уже для темных цветов она высоковата. При работе с темными цветами на 6% оксиде мы часто наблюдаем, что горящие корни. А горящие корни получаются из-за того, что от головы идет тепло, и 6% оксид становится выше именно на корнях. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Полотно все темное, а прикорневая зона светится, отдает рыжеватыми оттенками. Это как раз говорит о том, что взят слишком высокий процент оксида. Значит, его нужно понизить. Но чтобы он закрасил седину, значит, нужно перед этим сделать мардансаж, чтобы он помог потом краске проникнуть в глубину волоса. Видите, как все просто? И еще, если вы протестировали и увидели, что 6% оксид на ваших волосах лучше, я говорю сейчас про мардансаж, а после этого вы собираетесь краситься в темные цвета, значит, этот оксид нужно смыть. Это как раз тот случай, когда действительно нужно смыть оксид. Смываем оксид, сушим горячим воздухом и работаем уже на 3% оксиде с темными цветами. Понимаете? Еще один способ окрашивания седины – щетинная смесь. Чаще всего применяется для стекловидной седины. Очень-очень-очень тяжело поддающийся окрашиванию. Вот в этом видео я показываю массу вариантов окрашивания щетинной смесью. Беру первую порцию краски, развожу с горячей водой и наношу на седые волосы. Такой вариант используется для чувствительной кожи. Следующий вариант: мы наносим щетинную смесь. В стандартном ее варианте краска 2 к 1 на 3% оксиде. Следующий вариант: я наношу на 6% оксиде краску 2 к 1. И когда уже время выдержки подходит к концу, я начинаю смотреть, как же у нас закрасились корни. Я не буду показывать весь ролик, покажу самый результативный момент. Тройка. Тройка сработала просто идеально, великолепно, и я на ней, в принципе, так и остановилась. Из этого видео можно сделать вывод, что самый простой способ щетинной смеси – это взять краску в 1,5-2 раза больше, чем оксида. Это, конечно, не бюджетно, затратно, досадно, но ролик и не называется «Как бесплатно закрасить седину». То есть вот два технических способа, как можно заставить краску проникнуть в глубину волоса. Это самая главная задача при окрашивании седины. Какую бы вы краску ни взяли, самую серебряную или золотую, самое главное, чтобы она как минимум проникла в глубину волоса. А вот теперь возникает вопрос, как выбрать краску, цвет. То есть понятно, мардансаж – это разрыхление оксидом, а щетинная смесь – это увеличение количества краски. Думаю, что многим придет на ум: я сразу буду использовать щетинную смесь. Вот это неправильный вывод, потому что эти два способа нужно протестировать и посмотреть в итоге на качество волос. Кому-то подойдет больше мардансаж, а кому-то подойдет больше щетинная смесь. С этим все понятно. Эти два способа являются методами принудительно заставить краску проникнуть в волосы. Далее возникает вопрос, какой цвет краски выбрать. Вот здесь на сцену выходит пигментация или припигментация. Это заполнение пигментом краски седых, пустых волос. Да? Они поэтому и
седые, потому что они пустые. Это как сосуд с воздухом. Кстати говоря, щетинная смесь, так как у нее увеличено количество краски, а значит увеличено количество пигмента, тоже косвенно относится к понятию препигментации. Когда нужно делать препигмент? К примеру, у вас 100% седина, но вы хотите быть русой. Если вы, например, возьмете цвет краски 6.0 или 7.0, цвет получится грязный, серый, особенно когда он будет смываться, он будет вообще даже болотистого цвета. Это все лишь только потому, что в седых волосах нет натурального пигмента, а все краски заточены на то, чтобы при нанесении на волосы пигменты краски и пигменты волос смешивались друг с другом и получился красивый цвет. Но так как в пустых волосах отсутствует пигмент, и получается, что пигменту краски просто не с чем взаимодействовать, и цвет проваливается. Для того, чтобы цвет не провалился, существуют специальные серии для седины. Во многих фирмах они обозначены такими цифрами, как 2 ноля после точки. То есть 7.0 это русый, а 7.20 это русый для окрашивания седины. Но справедливости ради надо сказать, что далеко не все продавцы в этом разбираются. Я имею в виду продавцы в профессиональных магазинах. И многие из них даже не в курсе, что существуют такие краски. Какие к ним могут быть вопросы? Они всего лишь продавцы. Сегодня она продает краску, завтра она продает хлеб. Редко когда кто действительно пытается в это во все вникнуть. Поэтому вы имеете в виду, что в профессиональных сериях есть специальные серии для окрашивания седины, которые отличаются по цвету с обычным натуральным рядом 1.0 черный, там 3.0 темный каштан, шатен, там русый, блондин. Это натуральный ряд, а рядом, как правило, находится ряд красок для окрашивания седины, они с 2 нолями. И если их сравнивать между собой, то мы увидим, что натуральный ряд простой, он светлее и холоднее по оттенкам. А вот натуральный ряд для окрашивания седины, он неожиданно темнее и теплее по оттенкам. В них как бы больше присутствуют коричнево-красные какие-то переливы. Вот этот коричнево-красный оттенок, который есть в красках для седины, это и есть повышенное содержание в этих цветах недостающих пигментов. То есть там уже есть те пигменты, с которыми краска должна смешиваться в волосах, чтобы получился красивый цвет. Очень часто вопросы под роликами про седину: почему не взять и не покрасить просто этим цветом? Да потому что этот цвет будет срабатывать так, как вам надо, только на 100% седине. Если будет примесь своих натуральных волос, то этот цвет сразу станет очень-очень теплым на ваших волосах, даже с рыжиной, скажем так, рыжевато-красноватый. Ну, не всем этот цвет нравится, поэтому и нет такого понятия, что просто взять цвета краски для седины и краситься ими. Ну, если вас этот цвет устраивает, то пожалуйста. Но, как показывает практика, это не так. Эти цвета слишком теплые в итоге получаются, и на рассеянной седине, особенно если процентов 30, 40, 50 ее, людям этот цвет не нравится, потому что он очень теплый. Как с этими красками работать? Первое. Их вводят в основной цвет, который вы хотите получить. К примеру, если вы хотите 8.1, это пепельный блондин. Если взять цвет 8.1 и нанести на седину, то мы практически ничего не добьемся. Волос станет просто грязно-серый, и седина все равно будет бликовать, но она станет еще просто тупо серой. Чтобы этого не происходило, в 8.1 добавляется какая-то часть краски для седины. Причем очень важный момент. Выбирается всегда это на тон светлее вашего. Вы выбрали 8.1, а краску для седины мы берем 9.20. Тогда вы попадете в этот цвет. Если возьмете 8.20, из вашей 8.1 вы получите 7.1 с примесью коричневого. Дальше пропорции какие? Разводить можно по-разному. 1 к 1, то есть одна часть вашего цвета и одна часть краски для седины. Можно развести 2 к 1, 2 части вашего цвета и 1 часть краски для седины.
даже можно развести 3 к 1. Все это нужно протестировать. Почему это так все сложно? Неужели колорист не может прям рассчитать в уме и представить себе, какой итог получится? Колорист может, но он объяснить на пальцах не сможет вам, что получится. Вы должны своими собственными глазами увидеть тот цвет, который вам больше понравится, и тогда только уже приступать к окрашиванию полностью всех волос. Тест ничего не займет, особенно если вы делаете это в домашних условиях. Вам в любом случае покупать эти 2 краски, а вот как их смешивать в маленьких количествах, все это можно размешать и прекраснейшим образом, без нервов, выбрать тот цвет, который вам больше всего понравится. В каких случаях еще делается припигмент? Конечно же, если вы хотите окрашиваться в блонд. Потому что блонд и седина – это совершенно разный цвет волос. Припигмент делается, кому нужен красивый натуральный блонд. К примеру, если у вас локальная седина, то все остальные волосы благополучно осветляются либо краской, либо порошком, а вот седина не будет осветляться, потому что там нечему осветляться. Прозрачные волосы как были прозрачными, такими и останутся. А вот все остальные волосы, которые смешаны с сединой, они осветлятся. По итогу мы получим локальные зоны с пустыми белыми прозрачными волосами и натуральными волосами, которые осветлились. Это выглядит так себе, потому что локализация седины обычно на висках, у челки, и то есть ты получаешься как Круэлла, только у нее половина головы черная, половина головы белая. А в данном случае ты получаешься просто пятнистая, с просто пятнами белых волос. Поэтому в этом случае делается обязательно припигмент. Это сейчас возможно для кого-то, кто с этим не сталкивался и первый раз вообще слышит эти все техники. Для вас это, возможно, прозвучит очень странно, даже глупо, но именно так это и делается. Прежде чем осветлять волосы для блонда, нужно сделать припигмент локальным зонам. Закрасить седину в свой натуральный цвет, чтобы было потом что осветлять. То есть в эти зоны нужно вводить сначала искусственный пигмент краски, а затем это все осветлить. Работать уже как с обычными волосами. А вот чтобы заставить краску попасть в эти волосы, как раз используется либо мардансаж, либо щетинная смесь. Чувствуете разницу между этими техниками и способами пигментирования? Второй вариант. Если у вас рассеянная седина и она плохо закрашивается, тогда нужно сделать сначала мардансаж, потом припигмент, выбрать краску, чтобы заполнить искусственным пигментом пустоты волос, либо сделать щетинную смесь, а уже после этого осветлять, работать как с обычными волосами. Я сейчас говорю про красивые итоги, потому что я знаю, что многие скажут: да, я беру краску, наношу на свою рассеянную седину, краска мои там какие-то волосы осветляет, седина у меня там остается белая, и это мне нравится, потому что это мелирование. Ребята, это однозначно замечательно, потому что вам это нравится, как минимум. Это самое главное. Великолепно. Но есть случаи, когда седина настолько неравномерно рассеяна, но не относится к локальной седине, что нельзя сказать, что это как мелирование и очень красиво выглядит. Поэтому всех под одну гребенку здесь не подведешь. Здесь нужен индивидуальный подход к каждому варианту, к каждому виду седины. А теперь самое главное про выбор краски. Если у вас стопроцентная седина и вы хотите минимизировать свою эту возню с сединой, вам самое главное, чтобы отрастало, не было сильно заметно, но вы хотите более живой цвет, нежели это седые прозрачные волосы, тогда ваши краски на 9, 10, даже на 11 уровнях тона с красными оттенками. То есть нельзя взять на седину и нанести 10.1 пепельный цвет. Бесполезно. С красными оттенками чаще всего краски кроются под цифрами 7. 7 это коричневый, 75 коричнево-красный, 65 фиолетово-красный, 76 после точки. Все оттенки, в которых содержится красный оттенок. В коричневом тоже содержится красный оттенок, он как раз находится в красном секторе. То есть все вот эти оттенки, они не то чтобы закрашивают седину, они ее делают более благородной. Не серой, а именно красивой.
То есть как бы чистят серый цвет, заполняя вот этими своими еле-еле заметными оттенками, но тем не менее сразу появляется другой эффект. Как будто это не седые такие волосы, а свежие, хоть и блондинистые. Оттенок играет тоже здесь большую роль. А вот если седина рассеянная, то с этим немножко сложнее, потому что тут очень большую роль будет играть процент седины. Чем меньше седины, и вы нанесете эти оттенки на свои волосы, тем теплее будет ваш тон. Если больше процент седины, то тем холоднее будут эти оттенки. Как это все выбрать? Это только ваши ручки золотые. Вы можете просто взять и протестировать. Но в любом случае при рассеянной седине все-таки проще. Можно действительно нанести краску на все волосы сразу. Вперемешку это все получится эффект мелирования. База осветлится до более теплых оттенков, а седина станет более приятного цвета. А вот с локальной сединой такой фокус уже не пройдет, потому что эти места так и останутся светлыми, более светлыми на фоне всех остальных волос. Локальной седине в любом случае, если вы хотите получить красивое, качественное окрашивание, нужно делать сначала припигмент, закрашивать ее. Вот такие случаи, честно вам скажу, я не очень уважаю, потому что это не выглядит как мелирование, как многие думают. Это выглядит как просто седые волосы на фоне своих темных волос. Особенно если они очень темные. И вот этот контраст, и вот его немного убрать, этот контраст, совершенно другая будет история. Вот совершенно другая картина. Тут можно просто взять 6% оксид и хотя бы 9.0 или 9.7 нанести быстро на все волосы, долго не держать, чтобы корни не переосветлились. Минут 15 контраст уйдет, немного приглушится цвет базы, и уже вот этого эффекта, что это все-таки седина, не будет. А вы получите эффект мелирования. И опять же, это относится к тем, кто хочет этого, кто кайфует от своей седины, да тут вообще о чем разговор. Интернет, конечно, заполонили фотографии счастливых обладателей седины, которые избавились наконец-то от окрашенных волос. И я знаю, что комментарии есть на этот счет, что вот где-то там, за границей, женщины предпочитают не красить волосы. Они все избавляются от краски и ходят со своими седыми волосами. Я не знаю, где это там, где я была, я такого не видела. А если я и видела такое, то вывод у меня был другой. Дело все в том, что где-то там очень дорого обслуживаться у хорошего колориста. Примерно так же, как у среднего стоматолога. Поэтому не каждый может себе позволить это все удовольствие. А сами люди не могут себе сделать красивый цвет, потому что они не разбираются в этих тонкостях. И единственный вариант, который у них возникает в голове, это избавиться от остатков краски, отращивать свою седину. Но чтобы сделать вот этот эффект, вы даже себе не представляете, сколько будет это стоить. Это космические деньги, если это делать особенно где-то там. Это первое. И второе, сколько трудозатрат и сколько материальных затрат в этом заложено. Я вам сейчас объясню. Видим, что отросла седина на 10-15 сантиметров. И потом бац, волшебным образом длина такая же, как и седина. Так вот, чтобы этого добиться, слушайте, что для этого нужно. Первое. Седину, которая отросла 15 сантиметров, нужно закрасить. Вот в тот цвет, который на концах. Как ни парадоксально это звучит, но именно так это и надо делать. Затем это все нужно осветлить. Осветлили. Потом делается мелирование. Мелирование делается, понятно, отделяются светлые пряди от темных прядей. Мелирование делается для того, чтобы потом закрасить одну часть волос в темный серый цвет, имитация, а осветленную часть волос потом затонировать в светло-серый. И если кто-то делает проще, осветляет только вот эти окрашенные волосы без припигмента седины, и вы попадаете в однотонный цвет по полотну, просто великолепно. Если у вас это получается, отлично. А вообще по правилам, когда ты собираешься сделать один цвет по полотну, то база в итоге должна тоже быть однотонная. И чтобы она стала однотонной, вам придется это все опять закрасить. А потом уже осветлять.
Вот откуда берутся эти тренды. Люди не в состоянии просто ухаживать за своими волосами, окрашивать свои волосы, и им не нравится просто-напросто цвет волос, который они выбрали. Ну, не попали они в свой цвет волос. И, конечно же, люди разочаровываются. Естественно, им проще все это бросить, забросить. Дешевле в сотни долларов находиться в своем цвете волос, нежели пользоваться услугами хороших парикмахеров, колористов. Вот вам почему это все стало вдруг так в тренде. На мой взгляд, радость тут только может быть одна. Ты не будешь больше тратить деньги на окрашивание. А то, что они все стали реально гораздо старше, это видно лично для меня невооруженным глазом. Среди своих клиентов я не припомню ни одного человека, который бы так радовался седине. Один человек есть, но она постоянно седая. Там, в принципе, действительно все гармонично, человека никогда не интересовала красота, бьюти-индустрия в целом, то есть это, чуждо. Бывают такие люди, которым это не интересно. Она вся в науке, вся в каких-то изобретениях, но точно не в красоте. Вот она действительно находится в гармонии с собой, ее не интересует ее внешний вид. Но это больше исключение из правил. Как правило, в салон приходят женщины, чтобы сделать себя моложе, но никак не старше. Если вдруг вы решите все-таки это сделать, найдите хорошего мастера, который вам сделает это как надо, чтобы у вас не было низ один цвет, а верх совершенно другой цвет. Опять же, не хочу обидеть чувства тех, кто любит седину. Я не говорю, что седина это плохо, я говорю, что седину можно сделать моложавее, чтобы она не старила вас, а делала вас, наоборот, более привлекательной. Вот какая моя цель. Дорогие подписчики и гости моего канала, у нас с вами появилась возможность общаться в прямом эфире. Для этого я поменяла формат своего еще одного YouTube канала и переназвала его в Ева Лорман «Прямые эфиры». Ссылка на него под видео. Я сейчас везде есть. Это для того, чтобы мы не потерялись, а время покажет, где мы будем максимально активными. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.